Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания VivaProje. В этом выпуске мы расскажем вам о плюсах и минусах жизни Турции. Так ли они очевидны, как кажется на первый взгляд туристам? Ведь если говорить о переезде в другую страну на ПМЖ, стоит взвесить все за и против. Ну что, поехали? Начнем с плюсов жизни в Турции, ведь они значительнее, чем минусы. Ведь по статистике Турция имеет хорошие показатели качества жизни в сфере здравоохранения и индекса стоимости жизни. Расскажем о плюсах жизни в Турции по порядку. Комфортный климат. Турция – это страна вечного лета, пальм и теплого моря. Курортный сезон здесь длится с апреля по ноябрь, а при хорошей теплой зиме – круглый год. Влажный, насыщенный йодом, эвкалиптовыми и хвойными ароматами воздух благоприятно сказывается на здоровье. Природные красоты. Жить в Турции – это пребывать среди множества природных красот и уникальных мест. Здесь существует немало живописных каньонов, водопадов, озер, пещер и иных чудес природы. Возможность получения гражданства. Огромным плюсом Турции является возможность легкого получения гражданства за инвестиции. Это самый быстрый способ получения гражданства в Европе. Его может получить вся семья всего лишь за 3-6 месяцев, инвестировав $400 тысяч в дом, квартиру или коммерческое помещение. Доступное образование. После оформления ВНЖ можно совершенно бесплатно отдать детей в детский сад или государственную школу, где обучение проводится на турецком языке. Или же воспользоваться платным частным садиком или школой, где преподают на английском и русском языках. На территории Турции есть 206 вузов, в которые иностранцу можно поступить почти бесплатно по специальной программе «Сдав экзамен ЕС». Он не требует значительного знания турецкого языка, что также является несомненным плюсом. Недорогая недвижимость. Покупка недвижимости в Турции – это хорошее финансовое вложение. У вас есть возможность купить здесь квартиру не только для себя, но и с целью инвестиций для получения прибыли, так как цены за квадратный метр в Турецкой Республике ежегодно растут, а выбор объектов становится все разнообразнее. Приобретая недвижимость в Турцию, зачастую вы покупаете не только жилую площадь, но и возможность воспользоваться такими дополнительными опциями, как бассейн, фитнес-клуб, сауна, зона барбекю, спортивная площадка и другие, которые обслуживает смотритель жилого комплекса КПГ или управляющая компания. Криптобум. У криптовалют в Турции пока не определен правовой статус, однако это не мешает здесь набирать обороты крипторынку. В Турции можно купить недвижимость за виртуальные деньги, что облегчает процесс покупки и сокращает время, необходимое для закрытия сделки. Натуральные продукты. Качественное питание, всегда свежие продукты – это еще один существенный плюс в Турции. Круглый год на местных рынках и в супермаркетах можно купить свежие фрукты и овощи. В заведениях представлена вкусная и разнообразная еда, а в крупных городах работает доставка еды, например, Yemek-Sepeti и Getir. Качественные и недорогие товары. Одежда, ткани, посуда, украшения в Турции тоже славятся своим качеством и недорогой стоимостью. В 2020 году Турция опередила даже США в мировом экспорте одежды. Не зря туристы, которые приезжают сюда, обязательно планируют время на шопинг. Высокий уровень медицины. Государство активно вкладывает средства в сферу здравоохранения. Скорая помощь здесь действительно скорая, а медучреждения оснащены современным оборудованием. Лечение осуществляется по медицинской страховке. Покрытие услуг в частных и государственных клиниках определяется типом страховки. Чем дороже страховой полис, тем больше можно получить услуг без доплат. Хорошие дороги и транспорт. В 2019 году Турция заняла 31 место из 141 по качеству дорог, обогнав даже Великобританию. По всей Турции отличное дорожное покрытие, а между городами курсируют комфортабельные автобусы с Wi-Fi, телевизорами и стюартами. В Турции к сотрудникам полиции относятся с большим уважением, ведь правоохранительные органы работают эффективно. В стране низкий уровень преступности и высокий уровень доверия людей друг к другу. Дети могут спокойно играть на улице или ходить друг к другу в гости.
Отношение к ним здесь особенно трепетное. Ребенка могут угостить чем-то совершенно незнакомые люди, пообщаться, погладить по голове. Развивающаяся инфраструктура, большой приток иностранцев стимулирует активное развитие бизнеса в совершенно разных сферах. Салоны красоты, рестораны, кофейни, спортивные залы, магазины одежды, торговые комплексы, строительные компании и множество других направлений. Государство всячески помогает и поддерживает развитие бизнеса иностранными гражданами. Возможность легальной работы. Для соискателей с рабочей визой или с гражданством Турецкой Республики есть возможность устроиться на престижную и хорошо оплачиваемую работу. Изучение турецкого языка. В Турции есть множество курсов по изучению турецкого языка, которые подойдут и для туристов, и будущих студентов, и также новых резидентов. Можно найти как недельные, так и долгосрочные варианты. А ежедневная практика с турками ускорит темп изучения. Квартиры с плохой шумоизоляцией. Бюджетные квартиры зачастую продаются с плохой шумоизоляцией, и вы сможете услышать, что смотрят по телевизору соседи и даже как они чихают. Наше агентство недвижимости работает только с надежными застройщиками, которые сдают качественные объекты, где не будет слышен каждый шорох. Коммунальные услуги. Жить в Турции – это по большей части жить без централизованного горячего водоснабжения и отопления. Это может приносить определенный дискомфорт в зимнее время, ведь придется пользоваться проточными нагревателями воды, а для обогрева помещений – кондиционерами или электрическими батареями. Из-за этого зимой приходят немалые счета за коммуналку. Хотя все зависит от самих жителей и типа недвижимости. Но в некоторых городах Турции, как, например, в Мерсине, во многих жилых комплексах уже проведен газ, и там нет такой проблемы. Высокие цены на авто и бензин. В Турции очень дорогие автомобили. Эта страна даже возглавила список государств, где невыгодно иметь личный автомобиль. Ведь покупка и эксплуатация машины обходится в копеечку. Также автолюбителям в Турции придется мириться с высокими ценами на бензин. А автомобиль с иностранными номерами может находиться на территории Турции не более 2 лет. Растаможка машины обойдется в 45-150% от ее стоимости, в зависимости от объема двигателя. Дорогое такси. Еще один минус Турции – это дорогое такси, которое возит строго по счетчику. Здесь отсутствуют популярные дискаунтеры по типу Uber. Опасное дорожное движение. В Турции водители и пешеходы часто нарушают правила дорожного движения. Здесь не принято пропускать пешеходов, поэтому они пытаются успеть быстро перебежать дорогу даже на зебре. Движение очень хаотичное. Водители могут игнорировать светофоры, и к этому нужно будет привыкнуть. Языковой барьер. Английский в Турции знает не так много людей, поэтому объясняться иногда проблематично. Русский знают в курортных зонах, с этим может быть полегче. Без турецкого языка никуда, поэтому старайтесь учить его как можно быстрее по приезду или еще до того, как переедете сюда жить. Английский знают на базаре в рамках купить-продать, а в ресторанах или на улицах вам смогут ответить только изредка. Сложность с официальной работой для иммигрантов. Эмигрантов без трудовой визы сложно будет найти работу в Турции, особенно если вы не знаете турецкого языка, ведь приоритет отдается местным жителям. При этом ВНЖ не дает вам права на официальную работу. Кто-то работает неофициально, кто-то ищет компании, которые могут трудоустроить. А для тех, кто работает удаленно, вообще нет проблем совмещать жизнь в комфортной, прекрасной, теплой стране с зарабатыванием денег. Высокие налоговые сборы. В Турции нет упрощенки. Даже для ИП ставка подоходного налога будет считаться по шкале, где минимум 15 и максимум 45%. В этом году налог на прибыль предприятий формы ООО был поднят до 25%. НДС Турции меняется от сферы деятельности и составляет от 1 до 18%. Жаркий климат не всем подходит. Плюс и минус Турции – это жаркий климат, поскольку летом, когда температура плюс 40, влажно и душно, сложно думать о чем-то другом, кроме ванны со льдом. Вероятность стихийных бедствий. Хотя ураганы и землетрясения в Турции не очень большой мощности, следует учесть тот факт, что они периодически случаются. Поэтому к этому факту нужно также относиться с должным вниманием. Но Мерсин, например, находится в зоне с наименьшей сейсмической опасностью. Аптеки в Турции работают до 6 часов максимум и в основном 6-1. Но в каждом городе есть несколько дежурных круглосуточных аптек на район. Нужно быть всегда начеку. Вы можете жить в Турции много лет, но к вам все равно будут относиться как к иностранным туристам. Поэтому не стоит забывать о бдительности. Таксисты могут не найти сдачу по окончанию поездки. Чистильщики обуви, если вы приезжий, придумают, как заставить вас заплатить за услугу, о которой
которой вы и не просили. А на рынке могут назвать одну стоимость для локалов, а другую для иностранцев. Мусор. К этому пункту особенно сложно привыкнуть людям, давно сортирующим мусор и живущим по принципу Zero Waste. Огромный минус жизни в Турции – это мусор. Здесь низкая экологическая сознательность на государственном и промышленном уровнях. Коммунальные службы регулярно убирают улицы, но в Турции нет культуры не мусорить. Прохожие спокойно могут бросить окурок или упаковку под ноги, даже если рядом будут стоять урны. Эту проблему начали постепенно решать. Где-то уже стоят контейнеры с раздельным сбором мусора, в школах проводятся образовательные занятия, запустили также социальную рекламу, поэтому есть надежда, что через пару поколений мусорная культура обретет более приемлемые рамки. Дорогие телефоны и налог на них. Когда покупаешь себе новый телефон, из-за налога платишь стоимость как за 2 телефона сразу. Если смартфон куплен не в Турции, через 3 месяца он перестает контактировать с любой сим-картой. И тогда нужно будет заплатить налог в 6 тысяч турецких лир, чтобы его разблокировать. Либо покупать новый, зарегистрированный на территории Турции. То же касается и планшетов с возможностью мобильной связи, ввезенных в Турцию. Курят все и везде. Число курильщиков в Турции превышает 15 миллионов. Турки курят везде, в публичных местах, кафе, рядом с маленькими детьми. Если вы не курите, это может стать для вас проблемой. Если вы оценили все плюсы и минусы Турции и решили, что хотели бы получить гражданство именно этой страны, специалисты нашего агентства недвижимости Viba Proje помогут вам в этом. Подписывайтесь на наши страницы на YouTube, Instagram, Telegram по ссылкам в описании, чтобы всегда оставаться в курсе самых важных событий из жизни, недвижимости и переезде в Турцию. До встречи, или, как говорят в Турции, görüşürüz.